Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы сегодня продолжаем речь о героическом эпосе кыргызского народа Манасия. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что я на основании варианта Сагынбаева-Рожбакова написал пятитомный роман по данному эпосу. Вот эти книги, мною написанные перед вами. Почему я выбрал именно вариант Сагынбаева-Рожбакова? Хотя у нас в кыргызской литературе имеется 3 варианта самых выдающихся сказителей Манасия. Это вариант Сагынбаева-Рожбакова, Саякбая Каралаева и Жусупа Мамая. Я отдал предпочтение этому варианту Сагынбаева-Рожбакова из-за того, что его язык, его вариант наиболее полно рассказывает о подвигах Манаса. К тому же его язык сказителя отличается очень большой красочностью, точным описанием событий и героев. А почему я стал писать этот роман? Все дело в том, что сейчас никто практически не читает книги. И стало исключением наша молодежь. Она все больше увлечена сотовыми телефонами, интернет-играми, фильмами в интернет-сайтах. И здесь возникает опасность того, что наш героический эпос может быть предан забвению. Нет, конечно, он полностью не будет забыт, потому что у нас в школах изучает эпос Манас. Но из-за того, что эпос Манас написан в стихотворной форме, его изучить полностью очень тяжело, потому что Манас состоит из 500 тысяч строк. И освоить его сложно не только школьникам, но и взрослым людям. Поэтому, чтобы облегчить своим соотечественникам изучение эпоса, я на основании варианта Сагынбаева-Рожбакова написал пятитомный роман, затем перевел его на русский язык. И оба этих варианта мною проведены через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Республики. Они в настоящий момент включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Манаса. Кроме этого, я открыл специальный интернет-сайт epos-manas.com, где выложил электронные версии своих романов на продажу. Ну и, наконец, посредством YouTube-канала я каждый день рассказываю о нашем эпосе и читаю отрывки своей книги. Но пока это все, что я хотел вам рассказать. А теперь продолжим чтение моего романа. Тяжелораненый Атакул стоял, шатаясь, возле своего дома с окровавленной головой и порезанным лицом. К нему подбежал среднего роста, черноволосый, чернобровый, худощавый, 15-летний Шакун. Шакун слабым голосом обратился к нему. Атакул: алтайские калмыки полностью разгромили наш аил. Как говорят кыргызы, тот плох, тот пожар, что вышел из корневища. Плох тот чужак, который вышел из твоих рядов. Наши же сородичи яростно уничтожают нас, как заклятых врагов. Да, алтайцы, кажется, вознамерились полностью истребить нас. Гневно нахмурился Шакун. В это время послышались жалобные крики женщин, умолявших о пощаде. Атакул и Шакун растерянно посмотрели в сторону, откуда они разделись. От этих бешеных собак нас теперь могут спасти только кыргызы, заскрипел зубами Атакул. Что вы говорите, дядя? Не поверил Шакун.
Как же они могут помочь своим заклятым, непримиримым и примиримым врагам, как мы? Нет, сынок, покачал головой атаку. Кыргызы не такие мелочные, мстительные люди. Они очень великодушные и справедливые. И если кто-то терпит унижение ни за что, ни про что, кыргызы обязательно придут к ним на помощь. Мы начали защищать их и потребовали от алтайцев справедливости, поэтому подверглись нападению. Это верно. В таком случае садись на коня и поезжай к Баю Жакупу. Расскажи ему обо всем, попроси помощи. Слушаюсь, дядя. Чем терпеть притеснение от своих, лучше приму их от чужих. Я непременно сообщу обо всем Жакупу, сказал Шакум и, оседлав коня, поскакал к кыргызам. Жакуп, Манас и Акбалта вместе с 60 конными воинами стояли на вершине горы, расположенной на окраине родного Ауила. Удивляя их, горел видневшийся издалека Аил от Акула, и черный дым от его пожаров густо поднимался в небо. Они никак не могли понять причину этого. В это время на дороге показался скачущий Шакум, изо всех сил хлеставший коня плетью. Увидев кыргызов, Калмак остановил лошадь и спрыгнул с нее. Наклонив копье к земле и повязав на нее белую тряпку, Шакум подошел к Жакупу пешком. «Пощады, богатырь, пощады!» — громко заплакал юноша, проливая слезы. Жакуп, сидевший на вороном коне, ласково посмотрел на Шакума, одетого в синий чапан и красные сапоги. На боку Калмака на черном повесе с одной стороны висел меч, а с другой булава. «Ты кто, сынок?» — сочувствовал старик юноша. «Какой горе у тебя?» «Отец, я Шакум, сын погибшего от рук Манаса Кортука». «Говоришь, Кортука?» «Да, отец». Жакуп, с ничего не понимающим видом, посмотрел на своих товарищей. «Что ты хочешь сказать, сынок?» — мудро спросил он. «Ты пришел потребовать у нас выкуп?» «Нет, отец, я пойду в ваш скотный двор, буду вам соседом, родственником. За внезапно погибшего отца не возьму даже ягненка. За смерть погибшего по собственной вине отца не возьму ничего». «Тогда зачем ты к нам пришел?» Еще больше удивился Жакуп. Шакум встал на колени перед стариком. «Отец, мы решили заступиться за вас и прогневали алтайских калмаков», с мольбой произнес юноша. «Когда стали забирать ваш скот, атаку потребовал, чтобы они не брали лишнего. Алтайцы разозлились и полностью разгромили наш Аил, говоря, что мы жалеем мурутов. Из кыргызов сюда переехали вы, из китайцев мы. Алтайцы готовы полностью уничтожить нас. Многие из наших погибли. Помогите нам, отец!» «Вот дьявол!» — печально покачал головой Жак. «Скверная история случилась. Как теперь тебе помочь? У алтайцев минимум 600-700 человек, а у нас всего лишь 60. Если не поможете, нам придет конец, отец». Шакум снова горько разрыдался, его по лицу, посеревшего от дорожной пыли, потекли горячие слезы. Жак и Манас растерялись, не зная, что делать. К счастью, по дороге, находившись позади них, показались 600 всадников из братского казахского народа во главе с Айдарханом. Они с задорными песнями выходили из густого леса. «Скачите быстрее, джигиты!» — крикнул радостно Жаков. Вслед за Айдарханом подоспели на подмогу 30 всадников из Аила Жакова. «Вот здорово!» — обрадовался старик. «Шакум, сынок, тебе очень повезло. Наше войско увеличилось, и мы теперь сможем сразиться с алтайцами». Он обратился к Манасу, проводившему подсчет воинов. «Сколько у нас всего рати?» 780, отец. Когда войско выстроилось от долины Каинду до края Орала, Шакум выступил вперед на коне. «Джигиты», — сказал он, — «произошло неслыханное по подлости мерзости дело. Алтайские калмаки взбесились. Маньчжурские калмаки сказали, чтобы они брали не весь мой скот, а соразмерным ущербом. Алтайцы разозлились, что маньчжурцы не берут полный выкуп за убитого и напали на них. Если сейчас не остановим обнаглевших алтайцев, они затем могут и нас уничтожить. Подлецы, которые не пожалели своих сородичей,
не дадут жить и уничтожат нас. Бай Жаков правильно говорит, сердито крикнул Айдархан. Надо проучить взбесившихся калмаков. Правильно поддержал его Манас. Надо обязательно помочь манжуйцам. В таком случае, джигиты, вперед, в атаку, крикнул Жаков. Истребите всех алтайцев. Мы согласны сражаться с калмаками, ответил Айдархан, почувствуя голову. Но, Жаков, какой клич бросил? Жаков растерялся, не зная, что ответить. Он с надеждой посмотрел на воинов, подготовившись к атаке на разгоряченных лошадях. Но никто ему не ответил, ибо войско было собрано из разных племен, и у каждого из них был свой клич. Когда все замешкались, Манас взял в руки синее копье и ударил плечи серого гнедого коня под собой. «Манас! Манас! Манас!» бросил кричом. Когда юный храбрец понесся этим боевым кличем, многие не полностью поняли его значение, но он был приятен слуху и звучал торжественно. Поэтому все дрогнули сердца, и все, повторяя «Манас! Манас!» с громкими криками, сотрясая воздух, перешли в стремительное наступление. В мгновение ока все вокруг заполнилось белыми стягами, красными знаменами и воинственными криками. Войско, подобно мощной силе крылатой птицы, вмиг домчалось до Аила-Атахуна. Оно стало громить алтайских калмаков, налетев на них, как волки на ягнят. Не выдержав удара, алтайцы бросили награбленных лошадей и пленных молодых девушек. Насмерть перепуганно они бросили в разные стороны. Их вожак Дамабил погиб в бою, а большинство из них бежало в Камбу. Первое сражение Манаса закончилось победой. Он с триумфом вернулся в Аил-Атахуна. Войско, которое встретили сельчане во главе Жакова и Шакума. Когда воины приблизились к Аилу, Шакум слез с лошади. Калмак взял за поводья коня Манаса, ехавшего впереди. «С победой, господин мой!» – поздравил он богатыря. «Спасибо, Шакум!» – улыбнулся в ответ Манас. «В Аиле остались алтайцы?» «Нет, все сбежали. Мы тоже понесли огромные потери. 44 наших односельчан погибли в сражении. Мы их всех похоронили». «Очень печально!» – огорченно покачал головой Жаков. «Да, отец, горе настигло семьи погибших», – мрачно произнес Шакум. «Как они теперь будут выживать? Чем кормиться? Одному только Богу ведомо». «Я им помогу», – с готовностью ответил Жаков. «Позовите ко мне имама». Один из воинов пошел за ним, через некоторое время привел конюха. «Слушаю вас, бай», – поклонился Жаков имаму. «Пригони сюда 400 старых кобылиц и жеребцов, раздай их детям, у которых погибли отцы, а также семьям, понесшим большие потери. Для угощения присутствующих здесь зарежь 2-3 лошадей». «Слушаюсь, бай. Где мы будем делать пиршество? Здесь или в своем Аиле?» «У себя». Когда Жаков привел 700 ратников в свой Аил, 70 его односельчан радушно приняли и в воле накормили, напоили. После этого Шакума, сына Кортука, нарекли кыргызским именем Каратоко Мажик. Он был назначен главой манжуйских калмаков. Глава 4. Как Манас уничтожил манжурчиков Серкана и Нискары. После того, как Манас победил алтайских калмаков, слава о нем распространилась от Алато до самых отдаленных окраин. Слухи о его подвиге дошли до Бежина. Хану и Серкану, богатыря кыргызов, доложил его главный монах. Как только его ушей достигли новости про Манаса, он немедленно отправился к шатру Серкана, который еще не возвратился с прохладного хозяйства. «С какими новостями ты пришел, монах?» – спросил у него хан. «Повелитель», – ответил главный монах, – «приехали люди, которых мы отправили в Алтай, и дали сведения о Манасе. Что они узнали? Манас – сын кыргызского бая Жакова. Ему сейчас 11 лет. Он очень силен и разгромил всех, кто выступил против него. Манас убил богатыря калмаков Кортука, Укрюченный, заступился за манжурских калмаков и истребил алтайцев». «О, видать, Манас очень силен. Я вам об этом уже столько времени твержу, мой хан», стал говорить главный монах. «Все мудрецы говорят о том,
что когда монах подрастет, он перевернет весь мир и нападет на Большой Бежин. И Сын-хан надолго задумался, поглаживая правой рукой свою черную с проседь бором. Наконец он поднял голову и обратился к главному монаху. «Какое тебе есть предложение? Твои колдуны мудрецы говорят, чтобы ты отдал приказ о выступлении против Манаса и истреблении всех кыргызов». «Ты понимаешь, о чем ты говоришь, монах?» – рассердился хан. «Разве не может Бурутка родить ребенка? А если мы переполошимся из-за этого, не покарает ли нас Бог? Мы завоевали кыргызов 60 лет тому назад, отобрали у них алаток, поставили на колени и постепенно полностью их истребляем. По-моему, для того, чтобы отправить против них войска, нет никаких оснований. Вы хотите, чтобы мы оставили Манаса в покое, мой хан?» Не скрывая свое разочарование, спросил главный монах. «Нет, мы поступим хитрее. Отправим кыргызам 7 китайских вельмож на 40-50 казенных верблюдов. Пусть они разведают, где, в какой земле проживает Жак, действительно его сын Манас богатырь, из какого они народа, смогут ли перечить нам и напасть, или они из никчемного народа, из-под тяжка ставшего богатым, но недостойным даже мизинца китайца. Пускай разведчик об этом узнает. Слушаюсь, повелитель». На этом мы заканчиваем свою передачу, уважаемые товарищи. До свидания, до новых встреч.